Здравствуйте, с вами Полина, и сегодня мы будем шить вот такую мягкую игрушку, которая называется «Влюбленные котята». Это парочка котят, ими можно играть не только деткам, их можно дарить любимым, близким, друзьям на любой праздник или без повода, просто так. Для этого нам потребуется ткань, которая называется флис. Я очень люблю ее использовать, она мягкая, пушистая и она очень недорогая. Возьмем два цвета нежных, нежно-розовый и белый. И нужно будет сделать шаблон. Шаблон котенка на плотной бумаге делается очень просто. Чертится квадрат нужного вам размера, выделяются ушки плавными линиями и ножки, спинка, и наш котенок готов. Прикладываем его к ткани, складываем ее вдвое, потому что деталей нужно две. Прикладываем, берем мелок, лучше цветной, чтобы было хорошо видно, и обводим по контуру. Ушки, бока, ножки. Теперь можно вырезать. Нужно не забывать, что наш котенок, когда мы его сошьем, будет чуть-чуть меньше в размерах, поэтому, когда вы делаете шаблон, нужно это учитывать. Где-то полсантиметра уйдет на строчку. Один влюбленный котенок у нас готов, и точно такую же деталь мы делаем из другой ткани. Рисовать лучше на изнаночной стороне, чтобы следы не остались. Обводим, придерживаем плотно, чтобы ткань не сдвигалась. И вырезаем. Их можно сделать большими, маленькими, какими угодно. У котят еще есть хвостики. Мы туловище вырезали. У них еще есть маленькие хвостики, их тоже нужно вырезать из той же ткани. Нарисовать нужную форму, приложить, обвести и вырезать. Нужно даже не обводить, а придерживать шаблон, потому что он очень маленький. Это ускорит процесс. Для белого котенка хвостик готов. И такой же для розового. Прикладываем и вырезаем. Теперь самое интересное и самое главное. Нашей игрушке нужно сделать лицо. И от того, как мы сделаем носики, ротики, глазки, будет зависеть не только выражение, но и настроение игрушки. Каждый стежочек, каждое направление реснички и бровки делает разным выражение лица у игрушки. Вышивать лучше всего нитками мулине либо ирис. Они очень гладкие и хорошо ложатся. Возьмем черную ниточку для глаз и носика, отрезаем нужную длину. Иголочку нужно взять с большим ушком, так как ниточка плотная. Так, завязываем узелок на вдернутой ниточке. Примерно распределяем мордочку. Можно нарисовать простым карандашом, бледненько, чтобы это было видно. Треугольный носик, ротик и закрытые глазки. Также делаем на втором котенке, но нужно не перепутать, чтобы они лицом друг к другу смотрели друг на друга. Сюда. Также рисуем носик, ротик. Обычно девочке я делаю реснички, котенку-мальчику просто закрытые глаза. И вышиваем маленькими стежочками по контурам, которые мы нарисовали. Узелок остается с изнаночной стороны.
Делаем носик стежками, плотно прилегающими друг к другу, сильно не затягивать. И маленькими стежками вышиваем ротик. Когда мы вышьем глазки, в конце уже распределяем красиво реснички, и тогда будет у котенка выражение лица полуспящего и очень довольного. Делаем узелочки обязательно, чтобы ниточка не расползлась. И точно так же вышиваем на мордочке у второго котенка. Вот такие мордочки получились у наших с вами котят. Теперь нужно по контуру застрочить обе детали. Для этого переворачиваем лицом к лицу. Ровненько соединяем все края. Розовый котенок также. И прокладываем строчку 1 сантиметр от края. Ставим закрепку в начале и в конце. На плавных сгибах аккуратно поворачиваем детали, чтобы линии получились плавные. Не забываем поправлять ровно срезы. Когда поворачиваем детали, лучше всего и удобнее, когда игла остается в изгибе. Тогда у нас ничего не сместится. Не забываем оставить небольшое отверстие, чтобы потом через него вывернуть и набивать. Лучше всего это делать в самом закрытом месте у игрушечек. Я оставляю отверстие внизу. Через него аккуратно выворачиваю на лицевую сторону. Аккуратно выворачиваю на лицевую сторону, расправляю ушки, ножки. Один котенок готов. Точно так же соединяем и детали у второго котенка. Остается сострочить наши маленькие хвостики и набить котят синтепоном. Оставляем на хвостике отверстие небольшое, также, чтобы потом вывернуть. Для того, чтобы их вывернуть, потребуется, наверное, карандаш или что-то острое, потому что хвостики маленькие. Выбираем ненужные ниточки. Можно срезать края, которые у нас могут быть лишними. И выворачиваем через оставленное отверстие с помощью деревянной палочки или карандаша. Теперь остается набить наших котят, чтобы они были мягкие. И для этого используется либо вата, либо синтепон разного качества. Я люблю обычный синтепон, не комковой, а вот такой вот. Я его сама распределяю в нужном объеме, чтобы он был пушистый. И через оставленное отверстие сначала набиваются ушки, а потом все туловище. Так. И животик. В конце уже ножки. Когда мы набили наших котят, нам нужно аккуратно и незаметной строчкой зашить вот это отверстие.
Берем белую ниточку и маленькими-маленькими незаметными потайными стежками мы закрываем это отверстие. За счет того, что ткань пушистая, даже не будет видно, где мы делали потайную строчку. Делаем узелочек, отрезаем. Наш котенок готов. Точно так же мы делаем и второго котенка, его друга. Хвостики мы также набиваем синтепоном и пришиваем потайными стежочками. Закрепляем ниточку, отрезаем. Наши котята готовы, и остается скрепить их ленточкой, чтобы они были неразлучными. Для этого можно использовать совершенно разные материалы. Можно использовать репсовую ленту, можно шелковые тесемочки, можно вот такие вот кружева. Вот, наверное, я для своих возьму такие. Будет ретро-стиль у котят. Отрезаем нужную длину веревочки, соединяем их вместе и делаем красивый бантик. Завязали бантик. Наши влюбленные котята готовы, можно одарить их друзьям, близким или детям. Ну а мы прощаемся с вами, встретимся на ОТВ.